самое важное, на что сейчас реагируют рынки, это, конечно же, тарифы Трампа. Ведь как только обсуждается повышение пошлин, акции крипто падают, но когда, например, США объявляют, что они продолжат тарифную паузу для Китая до 31 августа, рынки наоборот реагируют положительно. И сейчас инвесторы замерли в ожидании 9 июня, даты, когда решится судьба мировой торговли и экономики. Именно до этого числа администрация Трампа должна доказать реальные причины, по которым в апреле были введены тарифы. Трамп предупреждает, что решение суда против тарифов может привести к экономическому краху США. Но с другой стороны, высокие пошлины – это удар по американским компаниям, рост инфляции, снижение потребительского спроса и, конечно же, замедление роста экономики. Ведь последние данные показывают, что ВВП США падает ниже нуля. Да, Трамп может сказать: смотрите, мы уже заработали 68 миллиардов долларов на тарифах, но не говорит о последствиях, таких как торговый дефицит, который все равно бьет по американским производителям. Ведь любые везенные товары в США с повышенным тарифом автоматически становятся дороже, а платит кто? Конечно же, потребитель. И здесь тихонько подкрадывается инфляция. Ближайшая неделя будет очень напряженной и может задать общий тренд на весь месяц. Ведь компании, которые оспаривают эти тарифы, должны предоставить свои аргументы уже завтра, а 9 числа слово за Трампом. Тем временем Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что торговая война президента Трампа приводит к замедлению мировой экономики. При этом темпы ее роста приближаются к самым слабым с момента пандемии. Следовательно, если от этих тарифов так сильно зависит мировая экономика, то как это повлияет на биткоин в июне? И на этот важный вопрос я отвечу в этом видео. Ведь сегодня мы для вас подготовили большой биткоин-прогноз на июнь. Сегодня в первую очередь мы разберем фундаментальные факторы, которые будут влиять на его цену в этом месяце. И это как раз таки те самые тарифы, инфляция и ставка ФРС. Но кроме этого, мы проведем подробный теханализ биткоина, где будут ключевые уровни покупки, диапазоны спроса, а также сопротивления. Также разберем его метрику, особенно цикличность, поведение его цены летом. Я отвечу, почему фонды начинают продавать и фиксировать отток капитала из ETF, и в конце мы подведем информативный итог, чтобы на основе всех факторов роста и падения понять, каким будет июнь 2025 года для биткоина и на каком уровне он закроет этот месяц. Так что настоятельно рекомендую досмотреть до конца. А также напоминаю, что у нас продолжает действовать розыгрыш 10 долларов за ваш комментарий. Победитель прошлого ролика стал вот этот пользователь, поэтому обязательно свяжись с нами. Ну и по традиции мы продолжаем розыгрыш, так что ставьте лайки под этим видео, пишите комментарии, а если вы дополнительно будете подписаны на наш телеграм-канал, мы сверху добавим еще 10 долларов. Так что всем приятного просмотра, пишите в комментариях ваше мнение, сколько будет стоить биткоин в конце месяца, а с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, для максимального вашего удобства я начну с краткой хронологии того, как разворачивалась вся эта история с тарифами, начиная со 2 апреля, чтобы вы точно ничего не упустили. Но чтобы вы ничего не пропускали в будущем, лучше сразу подписаться на наш Telegram, где мы публикуем только все самое важное, что реально необходимо знать каждому криптоинвестору. Редакторы Coin22 не просто выкладывают все подряд, а фильтруют информацию и новости. Конкретно сегодня мы опубликовали название 3 альтов, которые остаются в тренде в начале июня, поэтому, чтобы узнать название тикеров этих монет, переходите и подписывайтесь. Те, кто не помнит, вся эта возня с тарифами началась 2 апреля, и Трамп назвал это днем освобождения. 3 апреля вступают в силу 25% тарифы на иномарки, 5 апреля еще один удар, 10% универсальная тарифная ставка, просто для всех без разбора. 9 апреля стартовали так называемые взаимные тарифы, но через пару часов сам Трамп ставит на это 90-дневную паузу. Правда, не для всех, Китай исключение. Тогда им досталось по полной. Тарифы поднялись на 84%, и в сумме минимальная ставка на импорт из Китая составила 145%, хотя когда объявили о паузе, рынки отреагировали положительно. Дальше больше. 15 и 16 апреля Трамп приказывает закупить стратегические ресурсы, а именно минералы, лекарства и чипы. Это было похоже на подготовку к новым тарифам. Тут же стартуют еще 10% тарифы на весь китайский импорт, после чего наступает май. 3 мая включаются 25% тарифы на автозапчасти, 4 мая Трамп грозит 100% пошлиной на иностранные фильмы, а 12 мая США и Китай договариваются о 90-дневной паузе, и минимальные тарифы резко падают. У США со 145% до 30%, а у Китая со 125% до 10%. Но спокойствие, как всегда, временное. 23 мая угроза 50% тарифа на товары из ЕС, хотя 25 мая Трамп переносит данные тарифы до 9 июля, ведь он сказал, что получил очень хороший звонок от представителей ЕС. Ну и 28 мая, на прошлой неделе, суд рассматривает самую широкую волну тарифов, включая универсальные и взаимные, а на следующий день апелляционный суд разрешает им остаться в силе. Но что по итогу мы имеем сейчас? По факту сейчас действуют пошлины 25% на импорт автомобилей, стали и алюминия, а также пошлины в отношении Китая. Следовательно, для других стран тарифы пока стоят на паузе до конца
конца июня. По поводу Китая дело немного сдвинулось, ведь после того, как Бессон заявил, что переговоры с Пекином зашли в тупик, вчера появилась информация, что Трамп проведет в пятницу торговые переговоры с главой КНР. Ну и при этом США приостанавливают действие пошлин на некоторые китайские товары до 31 августа, так что будем ждать итоги. А что насчет суда? Какое решение может ждать Трампа и как это повлияет на рынки? Как я говорил в прошлом ролике, 5 мелких компаний США подали в суд на Трампа за то, что он превышает свои полномочия и вводит тарифы без причины. Суд признал это обвинение, и Трамп подал апелляцию. После этого администрация Трампа в понедельник подала экстренное обращение в Федеральный апелляционный суд, пытаясь заблокировать недавнее решение суда, которое признало его масштабные тарифы незаконными. И знаете, что они сказали? Эти судебные решения якобы подрывают тонкие переговоры с торговыми партнерами по всему миру. И вот что делает команда Трампа. Они говорят: ребята, вы мешаете нам вести переговоры. Мол, сейчас все держится на балансе. И эти решения разрушают основную стратегию давления через тарифы. Вот цитата из обращения в суд. Суд нарушает президентское полномочие и рискует сорвать тонкие переговоры с нашими торговыми партнерами. Все держится на одном, что тарифы реальны и что это угроза. Если вы их отмените, у нас не останется рычагов давления. Более того, Министерство юстиции утверждает, что окружной суд вообще не имел права выносить такое решение, потому что подобные споры исключительно в юрисдикции Международного торгового суда. Пока Федеральный апелляционный суд временно отложил действие решений, то есть тарифы остаются в силе, пока будут разбирательства. Но все это может резко измениться в ближайшую неделю, а именно 9 июня. По словам экспертов, администрация Трампа в конечном итоге может одержать победу в судебном разбирательстве по поводу пошлин или обратиться к другим органам для повторного введения некоторых тарифов. А даже если суд вынесет решение против, Трамп пойдет в Верховный суд США и, вероятно, найдет причины для введения тарифов, как это было в его первый срок. Многие аналитики уверены, все это может затянуться на целые годы, с чем я, конечно же, согласен. И, вероятно, всю свою каденцию у Трампа будут разногласия по поводу тарифов не только с Китаем и ЕС, а вообще со всем миром. Трамп в воскресенье заявил, что если суды вынесут решение против масштабных пошлин, введенных его администрацией, то это будет означать экономический крах США. И само собой в таком случае Трамп будет идти на глобальные меры, чтобы добиться результата. А теперь давайте разберемся, что все это значит для экономики. Когда Трамп ввел свои тарифы, средняя ставка пошлин в США взлетела до 15%. Чтобы вы понимали, это самый высокий уровень за десятилетие. До всех этих тарифов еще в начале года она была всего 2,5%. Разница колоссальна, и даже после частичной отмены этих пошлин ставка все равно остается на уровне 6,5%, что по словам экономистов из Capital Economist все еще довольно много. Но что будет, если тарифы полностью отменят? Экономисты прогнозируют, во второй половине 2025 года экономика США может вырасти до 2% в год, вместо 1,5%, которые прогнозировались ранее. И что важно, цены тоже не будут так сильно расти, то есть меньше давления на инфляцию. Да, это может стать положительным катализатором для рынков, но давайте не забывать, что 25% тарифы все равно действуют на автомобили, автозапчасти, а также уже с сегодняшнего дня тарифы на сталь и алюминий повышаются до 50%. И это, конечно же, угрожает росту инфляции. Инфляция, в свою очередь, вынуждает ФРС держать ставки на высоких уровнях. А без снижения ставок мы не увидим настоящий рост рынка, особенно альтов, ведь нужна ликвидность, которую напечатает ФРС, когда снизит ставки. Таким образом, биткоин будет зависеть от этих всех новостей, связанных с тарифами, и проседать каждый раз, когда что-то будет идти не по плану. Всеми этими просадками, скачками его цены мы будем активно пользоваться, и вместе с участниками нашей подписки Pro будем зарабатывать на трейдинге, ведь аналитики Pro ежедневно публикуют лучшие точки входа на различные монеты. Например, из недавних это лонг по монете Uniswap с профитом от 70%, также мы зафиксировали от 75% на росте Avi, до этого был закрыт шорт по UP и многие другие сделки. Формат работы Pro максимально простой. Наши профессиональные аналитики анализируют рынок, предоставляют готовые торговые идеи, а вы торгуете и зарабатываете. Но также мы обучаем, как правильно торговать и как проводить анализ, чтобы вы могли это делать самостоятельно. Для более комфортной и продуктивной работы у нас есть поддержка, сопровождение, индивидуальные консультации, и еще под ваш депозит мы соберем для вас спотовый портфель. Поэтому, чтобы июнь стал для вас прибыльным месяцем, меняйте свой подход к рынку вместе с Coin22 Pro. И всю более подробную информацию можно получить по ссылке в описании. А мы давайте перейдем к анализу биткоина. Давайте разберем, что вообще сейчас происходит с биткоином. Что же можно сказать в общем плане? Несмотря на то, что биткоин, судя по настроениям инвесторов, отошел на второй план, он все равно еще может удивить своих инвесторов. Анализ метрик указывает на то, что мы находимся лишь в середине булрана. Баланс между быками и медведями не изменился. Индекс страха и жадности, хоть и просел на 10 пунктов, все еще держится в зеленой зоне, а значит у монеты еще есть поддержка со стороны покупателей. Да, и сам рынок хоть и стал немного осторожней, все равно настроен на рост. Просто сейчас чуть меньше желающих рисковать, чем недели ранее. Если перейти к более сухим цифрам, то становится еще интересней. Запасы биткоина на биржах продолжают снижаться. Это значит, что инвесторы не просто держат монету, а массово выводят ее с бирж на холодные кошельки, а значит не собираются продавать в ближайшее время. Это поведение традиционно считается бычьим, особенно если отток продолжается стабильными темпами. И это именно то, что мы сейчас наблюдаем. Уровни примерно такие же, как в апреле 2025 года, и пока ничего не указывает на массовый разворот. Плюс начали накапливать и майнеры, а это вообще отдельная история. Если майнеры не продают и накапливают, значит они уверены, что впереди рост. Майнеры, как правило, действуют осторожно, потому что их бизнес напрямую зависит от
цены биткоина. И если они держат биткоин, а не сбрасывают, это сильный сигнал рынку. Как мы видим в мае, основное движение вверх шло за счет фондов и притока в ETF. А вот, к сожалению, розничные инвесторы немного отстают и не проявляют высокой активности. Также метрика MVRV на уровне 2,2%. Это означает, что в среднем инвесторы находятся в плюсе. Но до уровня перегрева, который обычно наступает при значении около 3,7, еще далеко. То есть эйфории пока нет, массовой фиксации прибыли тоже не наблюдается. Это подтверждает, что рынок уже вышел из зоны потенциального дна, когда MVRV был меньше единицы, и сейчас находится в фазе накопления перед ростом. Грубо говоря, мы на середине пути. Если сложить все вместе, а именно позитивное настроение инвесторов, снижение предложений на биржах и поведение майнеров, становится ясно, рынок еще далек от финала этого цикла. Но это если мы говорим про цикл. А что по поводу локального движения в июне? Как мы видим, динамика цены биткоина в начале лета начинает замедляться. Исторически июнь является одним из самых слабых месяцев в году. В принципе, в этом есть логика. Начинается лето, многие уходят в отпуск, улетают отдыхать на моря и торгуют мало, а фонды также берут себе паузу и покупать не так активно, как в обычное время. Так получается, биткоин снова упадет? Этот вопрос снова становится все актуальней, особенно на фоне того, что цена биткоина снова застопорилась. Да, в начале недели он подскочил примерно на 3% и пробил 106 тысяч, но дальше как будто бы уперся в стену. И вот тут начинается самое интересное. Сейчас мы наблюдаем одну тревожную картину. Спрос со стороны покупателей ослабевает, а вот предложение, то есть попыток зафиксировать прибыль, наоборот становится больше. Это может быть ранним сигналом того, что локальный пик уже позади. Грубо говоря, биткоин отработал свое локальное движение, и теперь рынок готовится к откату. Сопротивление в зоне 106-108 тысяч становится очень сильным. Это именно тот диапазон, где биткоин разворачивался и раньше, и не один раз. Пробить его быстро не получится, и если спрос продолжит снижаться, то возможен откат даже до психологически важного уровня 100 тысяч долларов. А теперь внимание! Данные от аналитиков Glassnode показывают, что инвесторы стали вести себя иначе. Мы видим снижение активности со стороны тех, кто обычно покупает на восходящем тренде. Это так называемые моментальные инвесторы. RSI этих инвесторов сейчас опустился до 20, что говорит о падении импульса. А вот те, кто любит фиксировать прибыль, наоборот резко активизировались. RSI у этих трейдеров сейчас на уровне 77. Это типичное поведение на пиках. Кто-то уже хочет выйти из позиций, пока не началось падение. И это еще не все. Сейчас около 96% всех холдеров биткоина находятся в плюсе. Это очень высокий процент. И обычно, когда так много людей в прибыли, начинается фиксация. Это локальный перегрев. А перегретые рынки, как правило, заканчиваются падением. Тут важно понимать, не обязательно будет обвал, но снижение на 5-10% в такой ситуации – это классика. С технической точки зрения, ситуация тоже выглядит напряженной. Последний раз, когда биткоин пытался пробить этот диапазон, это было 31 января. Его тут же откатило вниз, и цена упала на 27% до уровня 78 тысяч. И тогда и сейчас, по сути, рынок дает сигнал. Это зона поля боя. Медведи ее активно защищают. И пока победа явно не за быками. Чтобы начать восстановление, биткоину нужно уверенно закрыться выше этой зоны. И не просто пробить ее на пару часов, а закрепиться на дневном графике. Пока этого нет, остается риск отката. Более того, ликвидации лонгов на этом уровне могут усилить давление и привести к ускоренному падению до диапазона 100 тысяч. И вот еще один важный сигнал. По данным CoinGlass, за последние пару дней выше 106 тысяч выросла настоящая стена ордеров на продажу. Это говорит о том, что очень много участников рынка готовы продавать биткоин именно на этом уровне, а значит сопротивление здесь реально высокое. Биткоин застрял выше уровня 105 тысяч и пока не может нащупать уверенное направление. С одной стороны, вроде бы бычий тренд еще не сломан, а с другой, на горизонте маячит поддержка на уровне 100 тысяч. И трейдеры начинают нервничать. Так что же происходит? После неудачной попытки пробить данный диапазон, биткоин слегка восстановился, но это не вызвало сильного импульса на рынке. Сейчас мы видим консолидацию в этом диапазоне, и ликвидность при этом растет по обе стороны от текущего значения. Это означает, что интерес есть и у тех, кто продает, и у тех, кто готов купить. Но пока оба лагеря смотрят друг на друга, затаив дыхание. 100 тысяч это ключевая зона интереса. Почему? Потому что биткоин уже почти месяц держится выше этой отметки, после сильного скачка 8 мая. Это своего рода уровень доверия для трейдеров. Пока мы выше сотни, бычий сценарий остается в силе. Но проблема в том, что цена так и не провела нормальный повторный тест этого уровня. И это как раз таки напрягает многих участников рынка. Например, аналитик Михаэль Ван де Поп говорит, что биткоин болтается выше 105 тысяч и вполне может сходить ниже, чтобы набрать силы. Он отмечает, что 100 тысяч это тот уровень, за которым стоит особо внимательно следить на 4-часовом графике. Если биткоин туда вернется, это будет важнейшая проверка на прочность. Также аналитики подчеркивают, что пока биткоин не превратит 106 тысяч в уверенную поддержку, это очень плохой знак, из-за чего мы наверняка протестируем уровень 100 тысяч. Тем временем аналитик Альфа Биткоин предлагает более глубокую коррекцию, а именно если биткоин не удержит 100 тысяч, мы можем увидеть тестирование уровня 90 тысяч долларов. Он говорит, что в первой половине июня биткоин может просто болтаться в боковике в ожидании четких экономических сигналов и заседания ФРС, которое запланировано на 18 июня. И вот тут на сцену выходит ликвидность. Все больше трейдеров видят потенциальное движение вниз, возможно даже намеренное снятие стопов. Заявки на покупку сейчас кучкуются ниже спотовой цены и особенно плотно на уровне 100 тысяч. Это как магнит для крупных игроков. Сходить вниз, собрать ликвидность, а потом резко вырасти. И по мнению экспертов, 100 тысяч это не просто цифра, это сильнейший психологический уровень. И такие зоны всегда привлекают активность. А данные CoinGlass это подтверждают. Основная ликвидность сейчас сконцентрирована в диапазоне от текущей цены до уровня
уровне 100 тысяч, плюс огромный кластер заявок на покупку, аж на 170 миллионов долларов, стоит на уровне 93 200 долларов. Это огромный потенциал для захвата, а сверху тоже есть интерес, в районе 112,5 и 113,5 тысяч долларов, но он уже не такой плотный, как внизу. Все это наводит на мысль, что рынок может сначала уронить цену и собрать ликвидность, а потом уже снова пойти вверх, ведь это классический сценарий после активного роста и пробоя исторического максимума. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что рынок до сих пор находится в подвешенном состоянии, ведь постоянно появляется новая информация по поводу тарифов, а также никто не знает, какое решение сделает суд. В первую половину июня нас наверняка ждет волатильность, поскольку Трамп будет делать много заявлений, будет появляться информация с переговоров с Китаем, а также будут поступать новые экономические данные. И самое главное из них покажет уровень инфляции, который уже 18 июня будет оценивать Джером Пауэлл. В принципе, учитывая слабую динамику биткоина в начале лета, скорее всего в этом месяце он начнет проседать до тех минимальных диапазонов, которые мы разобрали ранее. Конечно, ни в коем случае не будет обвала, ведь на это нет причин, а вот локальный откат вполне возможен. Для нас это по-прежнему станет отличной возможностью, чтобы купить на более благоприятных уровнях, а после этого ждать активного восстановления. Ведь напоминаю, настоящий рост рынка начнется, когда ФРС сделает первое снижение ставок. Оно, вероятнее всего, произойдет, скорее всего, в сентябре. Ведь летом Пауэлл посмотрит, как экономика работает в условиях тарифов и внимательно понаблюдает за тем, что в это время происходит с инфляцией. Поэтому мы продолжаем за всем следить и всю самую важную информацию мы выкладываем в наш Telegram. Там есть календарь событий на июнь, можете его сохранить и обязательно подпишитесь. Также поддержите видео лайком, в комментариях напишите ваше мнение, сколько будет стоить биткоин, а также можете написать ваши прогнозы, жмите колокольчик и скоро увидимся. Вам желаю побольше прибыльных сделок, всем удачи, до скорых встреч!